Когда проливные дожди не прекращались уже третий день, Грейс почувствовала, что это не просто непогода. Река за домом вышла из берегов, ветер рвал деревья с корнем, и электричество отключилось во всем районе. Ее старенький дом на окраине тихого городка стоял на возвышенности, и потому Грейс чувствовала себя в относительной безопасности. Она приготовила еду, собрала свечи и одеяло, не ожидая, что скоро в ее жизни появится тот, кто изменит все. Он появился на пороге ближе к вечеру, промокший до нитки, в темной куртке и с пустым взглядом Николас, незнакомец, чья машина застряла в грязи, а телефон перестал ловить сигнал. Грейс не могла оставить его под дождем. Она впустила его в дом просто из человечности. Тогда она еще не знала, кто он такой и как тесно сплетутся их судьбы. Они провели вместе 2 дня. 2 дня тишины, редких слов, горячего чая и взгляда, в котором постепенно исчезало отчуждение. Грейс делала все по привычке, мыла посуду, убирала, растапливала камин. А Николас наблюдал. Он смотрел на нее так, будто впервые видел настоящего человека. Без масок, без интереса к деньгам или статусу. После наводнения он уехал. Не оставил визиток, не дал понять, что вернется. Только спустя неделю она случайно увидела его в новостях: владелец строительной империи, миллионер, филантроп. Все, что он тогда носил при себе, было простое имя – Николас. Но он не исчез. Вернулся, на этот раз с открытым сердцем. Не с обещаниями, а с действием. Он стал частью ее жизни не сразу, осторожно, но уверенно. Он не пытался изменить ее быт, не рушил ее мир, а вошел в него как гость, который решил остаться. Теперь прошло уже больше года. Грейс живет в том же доме, только теперь не одна. Николас рядом, и в доме звучит смех, появляются новые вещи, в саду стоят качели, которую он построил сам. А главное, в ее животе растет новая жизнь. Они ждут ребенка. И каждый вечер, когда она засыпает рядом с ним, Грейс вспоминает тот момент, когда просто открыла дверь промокшему незнакомцу, не зная, что пускает в дом не только человека, но и свое будущее счастье. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. Когда проливные